Привет! Привет! Меня зовут Ренат Карамба. Меня зовут Вика Киви, и я в команде Влад Блатаренс Pro Team. Я сейчас буду отвечать на ваши вопросы Из соцсетей, которые связаны с машинками, с оборудованием, с татуировками и со всем тем, что окружает жизнь татуировщика. Начнем с YouTube. Артур Говорухин пишет вопрос. Сколько тату-мастеру нужно тратить на рекламу в процентах от дохода? Я примерно трачу процентов 10 от дохода своего на рекламу. Рекламлюсь я, например, в Инстаграме, ВКонтакте, в соцсетях в обычных, в принципе. Самый насущный вопрос, который меня заинтересовал, я очень хочу на него ответить от лица всех здравомыслящих татуировщиков. Вопрос от Сергея Солнышкина. Один день назад он задал его. Сергей Солнышкин спрашивает, как красить в реализме 2 дня подряд? Это очень легкий вопрос, я не знаю, почему Сергей не нашел ответа в интернете на него. Всем известно, чтобы красить 2 дня в реализме подряд, нужно купить себе шайен, вступить в ЛГБТ-сообщество обязательно, зайти к Владу Бладу, взять вазелин мятный, и с удовольствием вы не только 2 дня будете красить, да, и всю неделю можете красить, не вынимая вообще. Вадим Калинич, извиняюсь, если неправильно прочитала. Почему ваши раунды для традика жирнее обычных и очень сильно дырявят кожу? Раунды для традика. True Liner, я так понимаю, иголочка, они не скажу, что... они жирнее, да, у них просто немножко чуть-чуть заточка получается, форма самой иголки. То есть обычно на контурных вот такая вот иголочка. То есть у Влада это hair liner, то есть она узенькая. А true liner, это вот для жирных контуров, они просто чуть-чуть так идут. Другие РС-ки, они прям вот такие. То есть у Влада он как раз средний, он не узкий и не пушистый слишком, да, то есть он в принципе идеальный для традика, то есть он прям огонь. И как бы у меня, например, ничего там нигде не дырявит. То есть тут нужно тянуть кожу нормально и вольтаж понимать, на каком вольтаже ты работаешь. И, соответственно, тачка. Тачка, в принципе, нет. То есть вольтаж и тянуть кожу. И тогда все будет четенько. И вести, соответственно, не как улитка ползти, а довольно-таки быстро работать. То есть тут уже, в принципе, телодвижение рук больше нужно учитывать. Быстрее работаем, быстрее. Вопрос от интернет-пользователя с никнеймом «Живой». Не так давно, 13 часов назад он задал этот вопрос. Каков процент из Влад Блат Artist реально работает индукцией? И обязательно ли это условие для Pro Team? Я могу сказать, что у меня много разных тачек, разных производителей, и роторы, и индукции. И это не только Влад Блат, но, например, последним ротором Влада Блада и той же индукцией я контурю, в общем-то, каждый день. Все жирные полоски, которые есть на моих работах, начиная с 2012 года, когда одну из тачек Влад мне подарил, с тех пор я контурю только Владом и не собираюсь эту машинку менять ни на что другое. Мне очень нравится. Не рекламы ради, а удовольствие для. Инстаграм. Вопросики в Инстаграме. Так. Как попасть в Pro Team, как попасть в команду и так далее. Этот вопрос лучше задавать непосредственно ребятам, которые занимаются Pro Team'ом, именно владовским. Расскажу, как я попал. Я попал через постель. Я спал и позвонил Владик с утра, говорит: Ренат, вставай, хочешь попасть в Pro Team? Я говорю: Влад, перезвони попозже, я сейчас сплю. Нет, конечно, я сказал, да, конечно, я хочу. И вот с тех пор я попал в Pro Team. Не знаю, сколько там у них свободных мест еще, но я рад, что меня пока что не выгнали. Чтобы попасть в Pro Team, к Владу нужно быть нереально крутым мастером, прям супер-мега крутым. Так что не пытайтесь. Должно быть много подписчиков и ВКонтакте, и в Инстаграме, чтобы, то есть, популярным. Нужно быть популярным, крутым тату-мастером. И изначально я начала работать, когда только начала делать татуировки, я работала бладовским оборудованием, и, соответственно, всегда везде в Инстаграме, ВКонтакте я подписывала то, что
тачки Владблат, иглы Владблат, то есть как бы все Владблат. только это сам, татуировка моя. Хорошие работы, хорошие фотки. Что еще нужно, чтобы чем-то выделиться? Мне как бы помогло в этом то, что у меня стиль отличается от большинства мастеров, то, что у меня свой стиль, и как бы это меня немножко выделяет. Вопрос из Инстаграма. Андрей Выдряков, если я ошибся, уж извините меня, Андрей. Цитата. «Привет, братва! Кто как борется с усталостью спины во время и после работы? Спустя много лет работы я понял, что для меня наиболее важным аспектом является стул, на котором я сижу. Потому что все остальное оборудование стандартное, это лежак, либо подставка. Но само кресло или стул, который вы используете, оно в большей степени является основой вашей осанки и усталости мышц спины. Поэтому я выбрал для себя косметологический стул в виде такого седла, как у наездников. Вот, он так и называется, косметологический стул. Он продается во многих интернет-магазинах, которые продают оборудование для косметологических салонов, салонов красоты и так далее. Стоит не очень дешево, но могу сказать, что на протяжении последних лет я не чувствую никаких проблем со спиной. Вот. Ну, плюс, естественно, зарядка между сеансами, между какими-то участками работы, какая-то разминка до и после. И мне 34, и я чувствую себя великолепно. Благодаря стулу в виде седла антигеморройному. Всем страждущим, жаждущим, сочувствующим и прочим, кто в около татуировочной тусовки, я передаю пламенный респект. Слушайте маму, слушайте Влада Блада и побольше листайте Инстаграм и ставьте лойсы. Всем пиз.